давайте по-честному. Кто из вас хотя бы раз пытался стать дисциплинированным? Ну вот так, чтобы поставить себе цель в начале года и планомерно идти к ней, без сомнений и без выгорания. Я вот попробовала. Целый год я прививала себе дисциплину, и поверьте, было не так уж и легко. В этом видео я поделюсь, какие цели я ставила себе на 2024 год, с какими трудностями столкнулась и каких результатов достигла. А также расскажу об одном самом главном принципе дисциплины, который я для себя выявила и на который я буду опираться уже при планировании 2025 года. Почему я решила развивать дисциплину? Тема дисциплины для меня всегда была очень болезненной, потому что по сути своей я человек довольно амбициозный. Мне всегда хочется достигать высот, хочется развиваться, становиться лучшей версией себя. Уверена, есть в этом что-то не совсем здоровое, но это тема для обсуждения с психологом. В любом случае, на меня всегда давила мысль, что я многого хочу, но эти желания почему-то не всегда осуществляются. Или осуществляются, но не в той мере, в которой мне хочется. А все почему? Потому что я при всем при этом человек достаточно эмоциональный и легко могу воспринять чужие слова на свой счет. Если я встречаюсь с негативным мнением насчет моей работы, или если мои достижения меня не устраивают, или происходят любые негативные обстоятельства, которые выводят меня из колеи, я очень просто могу сдаться и потерять мотивацию. И это большая проблема, так как невозможно, абсолютно невозможно достичь крутых результатов в любой сфере, если ты не умеешь отключаться от эмоций и просто как машина брать и делать. Именно поэтому в начале того года я решила, что все, с меня хватит. Я начинаю новую жизнь и начала составлять план. До этого я не особо заморачивалась с планированием года, однако у меня был один очень интересный ритуал. В начале каждого года я составляла список из 100 целей, к которым я хочу прийти, а также просматривала список за прошлый год и отмечала для себя, что из этого мне удалось сделать, а что нет. Идея у такого подхода простая. Ты пишешь 100 целей, и из-за того, что их много, примерно половина из них сбывается. И ты как бы чувствуешь, что год прошел не зря, и ты действительно сделал многое. И вот, писала я эти цели довольно долго, лет 8, наверное, подряд, или 10, пока в какой-то момент не поняла, насколько же это бесполезно. Я поймала себя на мысли, что эти цели просто кочуют из одного года в другой, и, конечно же, не осуществляются. Например, постоянными целями было начать вести YouTube-канал или стать спортивной. Таких значимых, но при этом неосуществленных за все эти годы целей набралось штук 10-15. Остальные же были написаны, прямо скажем, не потому, что мне так хотелось их осуществить, а просто ради количества. Да, какие-то из написанных целей исполнялись, но они всегда были очень мелкими, и мне скорее было обидно, что исполнилось то, что я не очень-то и хотела. А вот какие-то более глобальные цели так и остались неисполненными. Тогда я решила, что с меня хватит. Нужно брать ситуацию в свои руки, и вместо 100 рандомных целей я выделила всего 7, каждая из приоритетных для меня сфер жизни. И каждой из них я написала по цели, которые мне нужно выполнить, чтобы общая задача считалась завершенной. Давайте заглянем в мой блокнот, где я это все прописывала, и я покажу вам все на примере. Смотрите, это одна из моих целей на 2024 год. Спорт. Я знала, что в этом году буду рожать ребенка, и поэтому сразу обозначила, что хочу качественно восстановиться. Моя цель по этой сфере – подтянутое спортивное тело, а также 2 подцели, какие действия мне нужно делать, чтобы к этому прийти. Я выбрала делать минимум 2 занятия по 45 минут в неделю, а также еженедельную работу над осанкой, то есть какие-то упражнения, которые направлены на гибкость позвоночника и его нормальное положение. Давайте разберем еще одну цель – качественный отдых и досуг. Я хотела, чтобы моя жизнь после появления ребенка не была зациклена только на доме, поэтому я запланировала себе, что хочу в этом году съездить в какой-нибудь необычный регион Аргентины. Эта цель, кстати, пока не осуществилась. Мы перенесли эту поездку на март 2025 года. Но вместо этого побывали в Санта-Фе, а также в Буэнос-Айресе. Также из целей были регулярные встречи со знакомыми и друзьями. Этого было очень много. Так много качественного общения у меня не было очень давно. А также регулярное время для себя. Массаж, прогулки в одиночестве, процедуры, встречи с друзьями и так далее. Тоже все получилось отлично. Важный момент. Если вы посмотрите, то именно задача, связанная с дисциплиной, в том году у меня была всего одна. То есть задача, которая требовала именно графика и регулярных повторений. Это спорт. Именно эту сферу я сделала основной и направила туда весь свой фокус. Остальные же цели были прописаны больше для меня, чтобы я возвращалась к ним каждый месяц и подводила итоги, что мне удалось сделать, а что нет. И что я могу сделать в следующем месяце, чтобы прийти к желаемому результату. Итак, давайте подведем итоги этого пункта. При планировании года я выделила несколько сфер жизни, которые были для меня наиболее актуальны. И каждая из них поставила по одной глобальной цели и несколько второстепенных. При этом только одну из целей я сделала заточенной под дисциплину, которая реально требовала моего фокуса, внимания и ежедневных усилий. Итак, я все запланировала. И что дальше? Сразу, как только в моем плане появилась цель, связанная с регулярным спортом, я открыла свой календарь и
и запланировала тренировки на месяц вперед. Регулярно 3 тренировки в неделю по 15 минут. Начала именно с 15 минут, так как морально это гораздо проще, чем сразу ставить 40 минут и потом расстраиваться, что тренировка пропущена. Дополнительно я сделала себе календарь, который потом повесила на холодильник и фиксировала, сколько у меня было занятий по факту, сколько они длились по времени и какого типа эти занятия были. Йога, осанка, растяжка и так далее. Если какое-то из занятий я пропускала, то оно автоматически переезжало на следующий день. Предвосхищая ваши возражения, да, у меня случались моменты, когда я накапливала перед собой этот долг, и у меня в календаре возникало 3 или 4 часа тренировок. Но знаете, мне помогала мысль, что у меня нет цели сделать все идеально. Мне был важен не столько результат, сколько процесс, умение возвращаться к своей цели, даже когда казалось, что все, этот уровень провален и продолжать смысла нет. Нет, смысл есть. Когда я смотрела на календарь и видела, что на прошлой неделе я не занималась спортом ни разу, я просто поднимала глаза выше и замечала, что до этого же я занималась. Я могла встать, подсчитать время, сколько я провела за занятиями спортом, и вдруг обнаружить, что вау, за последний месяц накопилось аж 5 часов, при том, что раньше я не занималась от слова совсем. Когда я возвращалась к своим успехам, делала акцент на них, а не на том, что у меня случился какой-то провал в моменте, мне становилось гораздо легче, и было намного проще продолжать. Конечно, было бы неправильно не упомянуть тему мотивации. В моем случае она сыграла очень сильно, и именно из-за нее я просто физически не могла бросить. Объясню почему. Я уже говорила, что в 24 году я родила ребенка, и несмотря на то, что в целом беременность прошла хорошо, она очень сильно отразилась на моей спине, которая и до этого была не особо сильной. Да, сейчас я мучаюсь от боли в спине, и дошло до того, что я даже когда упражнения делаю, обычно на скручивании, и у меня так клинит спину. Это кошмар. Последний месяц я мучилась от жутких болей в пояснице. Я просто не могла долго лежать на кровати, поэтому каждое утро я поднималась в 4 или 5 утра, и мне был нужен примерно час, чтобы походить по квартире, размяться, перестать эту боль ощущать. И когда я родила, эта проблема никуда не ушла, потому что ребенок теперь был постоянно на руках. Да, дочка была не очень крупная, 3,5 килограмма, однако я помню, как я ходила с ней ночью, укачивала на фитболе и просто плакала от боли в спине и ненависти к себе. Мне было так обидно за себя, за свое тело, что оно не вывозит, что я ощущаю эту боль и что я столько лет до этого забивала на себя и на свое здоровье, не занималась спортом, и теперь мне вот так это аукается. Да, здесь сыграло то, что я просто физически не могла бросить, потому что если бы я перестала заниматься, боли бы вернулись. Хотя спойлер, эта мотивация не всегда должна быть такой категоричной. В этом году моей целью в дисциплине стал YouTube. Тут меня никто палками не бьет, я никакой боли не чувствую. Моя мотивация именно в интересе, в большом желании делать контент и делиться им. Если у вас не будет сильной мотивации и понимания, для чего вам нужно эти действия делать, вам будет очень сложно делать их регулярно. Так вот, про спорт. Знаете, в какой-то момент я начала замечать, что занятия даже стали приносить мне удовольствие. Я с удовольствием возвращалась к ним, постепенно увеличивая уровень сложности, время тренировки, изменяя формат упражнений. Даже впервые записалась на курс по фитнесу, так как мне было интересно попробовать что-то новое и заниматься более осознанно, структурно. Параллельно с тренировками я регулярно отмечала прогресс. На этом курсе я научилась определять качество своей осанки, поэтому я раз в месяц фотографировала себя и делала мини-отчеты, стараясь замечать любое позитивное изменение в своем теле. И это тоже невероятно мотивировало. Я стала замечать, что я двигаюсь по-другому, что стала сильнее, что мне стало супер просто носить дочку на руках, хотя она сейчас на минуточку весит 8 килограмм, а я ношу ее и даже не замечаю. Чем дольше ты уделяешь внимание какому-то занятию, тем больше накапливается результатов, приятных бонусов, которые поддерживают тебя на пути и не дают сдаваться. Наверное, в этом и есть главный секрет дисциплины. Но сначала тебе нужно напрячься, сделать над собой усилия и начать делать через боль, страхи, через отрицание, а потом через время. Никаких усилий делать уже будет не нужно. Ты просто начинаешь делать это на автомате и получать удовольствие. Сейчас я занимаюсь почти каждый день. Не всегда получается выделять время на полноценную тренировку, однако зарядку и растяжку я стараюсь делать обязательно. Иногда могу включить YouTube на телевизоре, начать заниматься и даже не заметить, как прошло 40 минут. В этом году я продолжу в том же духе. Я буду продолжать заниматься спортом и поддерживать свое тело в хорошем состоянии, а также буду работать над следующим уровнем дисциплины, над своими соцсетями. Главный мой фокус этого года — YouTube. Я веду его уже больше месяца, и хотя здесь тоже не все идет гладко, не всегда получается выпускать ролики каждую неделю, я понимаю, что главное не идеальный результат, а умение делать регулярно. Именно над этим я буду работать. Я надеюсь, что это видео вдохновило вас заняться дисциплиной и начать делать то, что вы давно откладывали. Ну а если у вас все еще остались страхи или сомнения, то вы можете посмотреть другой мой
мой ролик про мотивацию и ловушки мозга, которые мешают нам добиваться поставленных целей. Ролик получился действительно полезным, поэтому я уверена, вы там сможете найти для себя парочку интересных мыслей. Ну а если вашей целью вдруг станет ведение соцсетей, вы всегда можете вернуться к моему каналу, потому что здесь мы говорим не только про дисциплину и мотивацию, но еще и про контент. Просто, интересно и на реальных примерах. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока!